женщин в Ливане крупные носы, но с природой сейчас есть возможность бороться. Родители полагают, что лучше решить проблему до совершеннолетия, чтобы, когда придет пора влюбляться и ходить на свидания, их дочь не комплексовала. Они сделают все, чтобы она могла выбирать себе жениха, а не соглашаться на предложение первого встречного. Примерно теми же соображениями в России руководствуются те, кто ставит своим подросткам брекет-системы на зубы. Карин Халаби, на фото, 17 лет, она очень довольна своей ринопластикой. Летом это сделали все мои одноклассницы. Они пришли в школу с повязками на лицах, и я поняла, что тоже ненавижу свой нос. Но его же так просто исправить, в операции нет ничего страшного. Можно было бы и раньше сделать, но врачи ждут, когда скелет полностью сформируется. Мать Карин, Диана, старшая видит больше. Здесь мы находимся под давлением культа красоты, и я не уверена, что мы счастливы. Мы очень стараемся, следим за собой так страстно, что готовы пожертвовать уникальными особенностями своей внешности. Во французских журналах бесконечно пишут, что красота бывает разной, минус у нас это звучит полнейшим абсурдом. Или ты красивая, или нет. Когда я путешествую за границей, мне все равно, как я выгляжу, я надеваю шорты и футболку и счастлива. Но здесь, в Ливане, мне не все равно, и я не знаю, почему. Основные клиенты пластических хирургов – девушки из небогатых семей. Потому что красавице при прочих равных проще устроиться на высокооплачиваемую работу. Спрос на пластику настолько возрос, что недавно Первый национальный банк Ливана предложил специальную кредитную программу, которая позволяет всем работающим женщинам моложе 64 лет без хлопот получить кредит на пластическую операцию. Лидия из салона Papillon Rouge комментирует: благодаря этой схеме выигрывает все. Банки, потому что многие люди хотят получить такой заем. Женщины, потому что выглядит гораздо лучше. И, конечно, врачи, которые получают прибыль. Самую быструю, самую успешную карьеру сейчас делают те, кто выучился на пластического хирурга. Все, что связано с индустрией красоты, минус самый важный бизнес в Бейруте. На каждом углу открываются новые салоны, туда регулярно ходят все девушки города, это часть жизни, как чистить зубы и покупать молоко. Оставьте женщину без воды и еды, но не лишайте ее возможности сделать макияж, маникюр и уложить волосы, минус, говорит Лидия, косметолог бейрутского салона Papillon Rouge. Война в Ливане, будем надеяться, в прошлом. После нее Бейрут сам себя превратил в город, где живут самые красивые в мире девушки. Детство дается девочке для того, чтобы научиться быть красавицей. Матери в Ливане очень ответственно относятся к этой части педагогического процесса.
Он начинается, когда ребенку исполняется год. Чуть позднее, помимо школьных уроков, в расписание включаются спа, маникюр, макияж и личный парикмахер. Майя Хилал открыла в 2009 году салон Спа салон Антспа для детей от 5 лет. Моей дочери, как и все, ходили во взрослые салоны, но там детям ужасно и скучно. Это бесцветные места, где главное – результат. И я решила, что хочу открыть особый салон, специально для детей. Хилал открыла яркий, веселый и очень прибыльный салон. Она всегда рада объяснить свою концепцию. Девочки с удовольствием приходят ко мне в выходные после уроков. Таким образом, родители их не просто балуют, а приучают к гигиене. Именно так и нужно воспитывать детей. Надо сказать, что современно воспитанные дети строги не только к себе, но и к окружающим. Собираясь на вечеринку к 9-летней имениннице, ее подружки пройдут весь стандартный бьюти-круг, от массажа и пилинга до яркого макияжа и маникюра. Иначе нельзя, дурной тон. Пластическая индустрия в Ливане развивается так успешно, что вслед за женщинами из Ближнего Востока сюда активно потянулись девушки из Европы и США. В 2011 году по количеству пластических операций Бейрут обогнал даже Лос-Анджелес. Психологи знают, что, обращаясь к пластическому хирургу, подростки, равно как и взрослые женщины, своей главной целью видят не новый нос, а кардинальные перемены в жизни, уважение, новые друзья, новые поклонники. Часто так и получается. Изменение внешности к лучшему повышает самооценку, а хорошая самооценка действительно творит чудеса. Ключевое слово здесь минус к лучшему, так что прежде, чем что-то менять, сядьте с хирургом перед компьютером с вашей фотографией, чтобы он показал, как именно изменится внешность после операции. Если вы влюбитесь в это будущее лицо, если распечатка выдержит социологический опрос среди ваших близких, включая парикмахера, они умеют объективно смотреть на чужую внешность, значит, есть смысл меняться. Цена вопроса: если в Европе стоимость ринопластики начинается с 50 тысяч евро, то в Бейруте такую операцию можно сделать и за 2000. Хирурги в стране опытные и внимательные. В качестве бонуса для пациентки – средиземноморский климат и фантастическая еда. Турагентства активно продают эстетические туры в Ливан, предусматривающие, помимо проживания и экскурсий, индивидуальные пакеты услуг на пластическую хирургию. И если взрослые женщины в первую очередь спешат избавиться от лишних килограммов, неидеального носа, бюста и морщин, то у подростков во всем мире одни и те же претензии – нос и уши.